19 марта индийская пресса сообщила о визите армянской военной делегации в Индию, где обсуждали новые аспекты сотрудничества в области обороны. Особое внимание было уделено взаимодействию с «Школой горной войны», где армянская делегация посетила 50-ю парашютно-десантную бригаду «Шатруджит», с которой был проведен обмен опытом по современным боевым методам. Вопрос о возможности интеграции армянских спецподразделений с индийскими силами специальных операций также стал важной темой обсуждения. Этот визит подчеркивает стремление Армении пересмотреть свою оборонную стратегию и двигаться в сторону создания более мобильных и высококвалифицированных военных сил. В условиях ослабления российской поддержки и ограниченных ресурсов Армения активно ищет новые направления для сотрудничества, и Индия, играющая важную роль в поставках вооружений, становится ключевым партнером в области подготовки военных кадров и технической поддержки. Отношения с Индией, наряду с укреплением связей с Францией и Грецией, свидетельствуют о стратегическом стремлении Армении сократить свою зависимость от Москвы, выбирая партнеров, которые предлагают гибкие и бесперспективные политические условия. Одним из наиболее перспективных направлений является развитие сил специальных операций. Это не просто реакция на угрозы, а долгосрочная стратегия укрепления обороноспособности, направленная на формирование мобильных и профессиональных подразделений. Армянская армия испытала значительные потери в 2020 и 2022 годах, а также окончательную утрату Нагорного Карабаха в 2023 году. Эти события подстегнули необходимость пересмотра традиционных методов обороны. Преимущества Азербайджана в технологиях, таких как беспилотники и артиллерия, а также поддержка со стороны Турции и Израиля, делает невозможным ведение успешных боевых действий в лобовых столкновениях. Однако, несмотря на это, существуют альтернативные пути достижения военной эффективности. Развитие мобильных и высокопрофессиональных сил позволяет Армении использовать асимметричные стратегии, создавая проблемы для противника на ограниченных участках и нарушая его планы с помощью маневренности и скрытности. В таком контексте силы специальных операций могут сыграть ключевую роль. Для армянских сил специальных операций важно развивать самостоятельную доктрину и методы работы, ориентированные на штурмовые, диверсионные и разведывательные задачи, с акцентом на сложные горные условия. Совместная работа с Индийской школой горной войны открывает новые возможности для обучения армянских спецназовцев, в том числе в таких навыках, как скрытное передвижение, ночные операции и борьба малыми группами. Важным аспектом этого сотрудничества является обмен тактическими приемами, которые выходят за пределы традиционного советского подхода, что может быть крайне полезно в условиях новой оборонной доктрины Армении. Однако важнейшим фактором для успеха таких программ является проведение структурных реформ внутри армии, направленных на улучшение управления и оснащения. Необходимо сформировать специализированные горные подразделения с регулярной подготовкой как в зарубежных школах, так и в собственных армянских центрах. При этом особое внимание должно быть уделено оснащению. Современные системы ПТРК, дроны, средства связи и разведки должны стать основой новых армянских сил специальных операций. Если курс на развитие этих сил будет продолжен с достаточной поддержкой и инвестициями, Армения сможет создать новые механизмы обороны, которые смогут компенсировать дисбаланс в силовых структурах и укрепить национальную безопасность. Министерство обороны Армении прокомментировало распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, что 25-дневные учебные сборы резервистов, проводимые в Армении, якобы свидетельствуют о подготовке армянской стороны к войне. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Тарасян отметил, что проведение учебных сборов резервистов в стране является регулярной практикой и не представляет собой ничего необычного. В ответ на частые заявления азербайджанских СМИ, которые утверждают, что такие сборы свидетельствуют о подготовке Армении к вооруженному конфликту, Тарасян разъяснил, что организация и проведение учебных сборов
были предусмотрены законодательством еще с 1991 года, когда был принят закон о воинской обязанности. В соответствии с действующими законами, такие сборы являются основным мероприятием по подготовке граждан, состоящих в резерве, к выполнению своих обязательств по защите страны. С 2023 года сборы проходят в формате 25-дневного периода, что сделало их более эффективными с точки зрения времени и сократило неудобства для граждан, привлекаемых к участию. Это решение было принято правительством для улучшения организации подготовки резервистов. Таким образом, сборы, которые раньше проходили регулярно, теперь также проходят в формате 25-дневных, что не является новшеством или чем-то необычным. Они не несут агрессивного характера и являются важной частью реформ вооруженных сил, направленных на подготовку граждан, находящихся в резерве. Такие мероприятия характерны для оборонной организации в любой стране. Позавчера на форуме «К новому миропорядку» в университете АДА Ильхам Алиев обвинил США и Францию в попытке устроить госпереворот в Азербайджане. И это странно, потому что буквально недавно Дональд Трамп поздравил Алиева с Наврузом в теплых словах. Алиев в своей речи отметил, что вмешательство Запада в дела страны не новость. Он упомянул западные СМИ, такие как The Washington Post, New York Times, Le Figaro и Le Monde, которые, по его мнению, распространяли ложные обвинения, утверждали, что в Азербайджане диктатура, нарушаются права человека, а оппозиция представлена как ангелы, в то время как правительство – как дьявол. По словам Алиева, такие обвинения сопровождались попытками устроить оранжевую революцию при поддержке Госдепа США. Главным организатором этой революции он назвал USAID – Агентство США по международному развитию. Интересно, что сам Трамп также критиковал это агентство, правда, по другим причинам, но, похоже, для Алиева это не имеет значения. Что это все значит? Диктаторы не всегда удерживают власть сами. Их возводят на пьедестал те, кто верит в их обещания. Восстановить порядок и решить проблемы с твердой рукой. Так Франсиско Франко обещал восстановить монархию в Испании, Антонио ди Салазар боролся с экономическим кризисом в Португалии, а греческая хунта спасала страну от хаоса и разрухи. Алиев, в свою очередь, обещал вернуть Карабах. Но даже если диктаторы сдерживают свои обещания, они рано или поздно начинают больше думать о сохранении своей власти, чем о благосостоянии народа. Алиев, как и другие диктаторы, последовательно ликвидирует оппозицию, а теперь уже и саму независимость Азербайджана. Нефтяные автократии, как показывает исследование Барбары Гедес из Калифорнийского университета, могут оставаться у власти немного дольше, благодаря нефтяным деньгам, которые помогают поддерживать репрессивный аппарат. Но рано или поздно, как это было в Испании и Португалии, режимы приходят к своему концу. Алиев, не в силах уже свалить все проблемы на Армению, будет идти по пути других диктаторов, обвиняя Запад в том, что тот мешает стране двигаться в светлое будущее. Это точно не первый раз, когда мы слышим такие обвинения. Вспоминается фраза «А я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Вот только кто ее сказал. Теперь вопрос. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.